Скорпион, начало августа. Обзор энергии для вашего знака зодиака. У нас 8 числа врата Льва, новолуние, 12 большое полное солнечное затмение. В конце этого видео я вычту цифровое послание, которое будет напоминать тебе, что ты на правильном пути. Ведь ты здесь не случайно. Сейчас вытащу для начала карту из колоды «Компас души». Что за послание у нас для скорпионов? У нас на канале поменялось расписание, да, теперь ваш водный знак выходит по четвергам. Огненные знаки понедельник, земные знаки вторник, у самого. Ну, все время попадают на всех, на всех обзорах этих, и сами как карты выпадают. Класс, прощение. Вот, воздух по средам и по четвергам водные. Прощение. Прощение освобождает обе руки для того, чтобы в них была радость, чтобы держать радость. Ну, вообще, коридоры затмений, солнечные затмения, это всегда очень про внутреннюю трансформацию 1.11 на счетчике. Ну вот никак по-другому. И скорпионов, знаете, учат доброте душевной. Уже не первый обзор для вас я это озвучиваю, потому что это послание продолжает идти. Учат доброте душевной, да. И вот не наигранный такой, да, есть вот скорпионы, которые меня смотрят, которые привыкли быть добрыми, даже когда им недобро, да, внутри. И люди это чувствуют, потому что люди чувствуют вибрации. Вибрации никогда невозможно обмануть. Вот, и для вас начало августа скорпиона будет таким моментом узнавания, в который вы увидите, где вы действительно искренне. Что делаете искренне? Себя проявляете или нет? И если не искренне, то вы будете видеть реакцию от других людей, которая будет, может быть, не очень приятной для вас. Это будет такой знак, что вы сейчас были неискренне, да, и высшие силы вас направляют. Я сейчас вижу картинку, прям кого-то ангелы подталкивают, говорят: давай, 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 ты засиделся, двигайся, двигайся, действуй. Действуй не из состояния правильности привычных дел, а из состояния, чего я хочу на самом деле. Когда вы начинаете действовать в состоянии, чего я хочу на самом деле, ваша душа окрыляется, я вижу, она прям такая окрыляется, вот, и у вас появляется ресурс, желание, деньги, все для того, чтобы в этом направлении дальше действовать, да. Это проявляется пока для вас в моменте, то есть шажочками. Не сразу вся картинка вам дается, потому что в этом есть такая тайна мироздания, да, которая у вас отыгрывается, скорпионы. Вот, сейчас посмотрю по Таро еще, что на начало августа для вас. Прощение, оно в сердце лежит, да, вот здесь вот. Вообще, когда человек на кого-то обижается, он блокирует в себе энергию любви, внутреннего чувствования, энергию проявления и чувство тоски, которое человек может испытывать. Это тоже такой явный признак того, что где-то там затаилась обида. Вот, и необходимо простить. Пятерка жезлов. Вам подсвечивают путь. Видите, они с фонариками такие, фиюны подсвечивают. Что еще какой момент такой, читаю, энергии классно, что когда вы отпускаете обиду, когда вы прощаете, вам легко становится, это легкость внутренняя. Вы начинаете действительно, как вот здесь в послании было, чувствовать радость жизни, чувствовать вдохновение, чувствовать моменты, когда нужно правильно идти в реализацию, да, карта башня, рушатся старые стереотипы, знаете, действительно, как с человека оковы падают, да, вот если вы смотрите мое видео, вы сейчас почувствовали, что тело сжато, значит, у вас где-то там сидит обидка, которую нужно отпустить, простить. Простить себя за кого-то в первую очередь, да, то есть перестать себя ругать за то, что я там тут не так сделал, не так сделал. Есть вообще в духовности такая очень простая парадигма восприятия, что каждый человек в моменте делает вот все, что он мог сделать, да, то есть я вот честно вам скажу, ни разу не встречала, когда на сессиях у меня развита сверхчувствительность, там, ясновидение, чувство, яснознание, вот, и сколько я с людьми не работаю, уже 9-й год, да, то когда мы начинаем смотреть на уровень энергии, я понимаю, что человек, даже если он был без сил в момент, когда он что-то делал, у него было даже чувство лени, это тоже был максимум, который он мог сделать на тот момент, да, поэтому отбросьте страдания о прошлом,
отбросьте мысли о том, что вы могли сделать что-то лучше, да, и примите именно момент сейчас. И этот коридор затмений, который у нас в августе, он будет вам подсвечивать именно через хорошее, да, то есть что-то искренне сделали, хоп, и как искорка загорелась, да, и чувство даже для кого-то выполненного долга, да, но этот долг только перед самим собой у вас, Верховная Жрица, долг перед самим собой, чувствовать легкость, чувствовать радость. Это здесь, кстати, Луна, ну, новолуние, да, то есть на новолуние у вас, у кого-то Скорпионы, может немножко чувство нагнетения быть, да, это как раз такой символ того, что пора отпустить, вот, и как им? Не совершать обряды никакие идет, да, ни в коем случае обряды, наоборот, блокируют. А быть в контакте с землей, да, идет такое послание, вижу, что прям как даже для кого-то ладошки на землю положить, да, прям почувствовать, может быть, на травушку, в воду опустить, в какой-то водоем, да, то есть простые практики отпускаю не в воду, не в землю, а просто контакт со стихией, да, там водная стихия, земная стихия, кто-то костер может разжечь, это тоже, знаете, как вот мы греем ладошки, да, и просто позволить себе простить, позволить себе отпустить. И тогда у вас поменяется двойка жезлов, да, вы выйдете на новый этап саморазвития, вот, и сможете по-другому посмотреть на вещи и события вашей жизни, и слезы уйдут, девятка мечей. Слезы уйдут, горести, горечь, рыцарь чаш. И видите, здесь он сидит, а снизу волны, да, а он сидит на троне, ой, рыцарь-король, он сидит на троне и просто наблюдает, да, как там рыбы плавают, корабли, вон что-то там в этой буре. Вот, и вы познаете, что ваше эмоциональное состояние гармоничное, да, оно как ваш такой приоритет на данный момент, и оно помогает вам это состояние со спокойной душой жить вашу жизнь. Да, вот так. На мой взгляд, достаточно простая подсказка, кому-то это может, наверное, прозвучать сложно, вот, но просто побудьте в этом. Почувствуйте энергию, которая приходит к вам во время просмотра этого видео, да. Вот это даже чувство блаженства какое-то, улыбка может, да, появиться. Умиротворение. Да, скорпионы, умиротворение. Прощение, отпускание обид приносит умиротворение. Вы не были, знаете, как это сконструировано для того, чтобы таить злость или какую-то обиду на себя или на других. Это просто отыгрыш, травматик. Сейчас вытащу царево послание для вас, как обещала. И вы, когда еще, знаете, идет такое тоньше, начинаете чувствовать себя, когда вы позволяете этому произойти процессу. И больше такой, знаете, внутренней сонастройки с голосом души даже. Вы начинаете душу свою слышать. Когда человек особо не привык слышать душу, она ему еле слышна. Здесь, кстати, у кого-то вот ниже солнечного сплетения блок стоит. Ладошки положите. А это обида там, обида в теле копится. Положите ладошки и попробуйте отпустить. Не нужно умом. Умом обиды не прощаются, они на уровне энергии прощаются. Потому что ум на разных этапах развития, он начинает там придумывать, а он, а я, а они, у него куча, может быть, отмазок, да, и умом не отпускаются обиды, они отпускаются энергетически. Вот. Цифровое. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте это видео, делитесь им. Пусть больше скорпионов освобождаются от этой тяжбы нести обиду и учатся отпускать без использования ума, а просто на уровне энергии, да, и чувствуют новые вот эти... Вообще Верховная Жрица — это духовное пробуждение к своей силе, осознание своей внутренней мудрости, осознание своей внутренней любви, бесконечного потенциала, который кроется там вот в этом переходе солнечном, да, который будет 12 числа. Вот. Цифровое для вас 3 четверки, защита. Да, то есть есть такое убеждение, тоже на сессии, когда с людьми работаю, есть такое убеждение, что они такие, если вот я обиду отпущу, то тогда меня другие будут обижать. Нет.
Если вы отпускаете обиду полностью, то вот другие перестают обижать. Потому что обида притягивает обижание. Отсутствие обиды притягивает хорошее отношение к вам. Здесь изменения, восстать против старого, направление, правосудие, правда, характер, любовь. И правосудие в данном случае, с точки зрения божественных сил, божественного провидения, правосудие — это не наказывать кого-то, кто там виноват или кто поступил не так, в том числе не брать на себя ответственность Творца и в данном случае наказывая кого-то. Вот, потому что это не в природе человека, не в природе Творца наказывать кого-либо. Это в природе эго-структуры. Только эго обижается на уровне энергии, когда человек включен в свою миссию жизни, в свое предназначение, когда он в контакте с душой, он не обижается. Потому что он понимает истинную суть вещей, глубину. А на глубине нету ничего плохого. Там... Я много про это рассказываю на своих эфирах, да. Вот, о том, что никто специально никогда не хочет никого обидеть, только эго-структура может специально пытаться, но опять же это просто отыгрыш энергетических сценариев, из которых пора выходить. 11 на счетчике. Вот, приготовьтесь к хорошим вещам, на которые вы могли только надеяться. Вы были рождены для более высшего зова, да, более высший зов — это как раз вот отпустить карту башни, отпустить эти все обидки, выйти в состояние верховного жреца или верховной жрицы, да, и увидеть по-другому, посмотреть на ситуации отпускания. Даже плечи у кого-то сейчас могут быть подтянуты, да, вот так вот расслабьте плечи, потому что обида еще формирует программу жертвы, да, то есть человек там, кто-то хочет меня обидеть, это все жертва. И направьте вашу энергию для того, чтобы следовать по направлению ваших амбиций, да, именно положительных развития. И Вселенная обязательно выровняться таким образом, чтобы к вам пришли правильные люди, события, ресурсы, чтобы для этого свершения. Да, скорпионы, но будет непросто вам. Ощущения тяжелые по энергиям, да, поэтому делайте практики, старайтесь духовно развиваться. Это ваш путь, самый короткий билетик для осознанного бытия. Для кого-то контакт с природой очень-очень имеет большое значение. Скорпионы, вы почувствуете, тяга прям может такая возникнуть, да, пойти там погулять в лесу, там как-то искупаться, там действительно с землей поработать, может быть, кто-то там сажает что-то, да, прям вот идите и сажайте, и будет отпускание. Сейчас, да, идет такой не для всех скорпионов на данном этапе подходит действительно прям духовный рост, потому что вы к этому просто не готовы пока что, вот. Для кого-то действительно просто связь со стихиями, да, то есть через природу проявленность, а те, кто на духовном пути, через тонкое, только через тонкое для вас. Это вот прям такая, как нить, такая энергия внутри, сейчас я почувствовала, тонкая, звучащая. Это на новые вибрации, да, то есть на более высокие вибрации. Вот, хорошо, это была Анна, канал Дугу Дело Добро будет. До встречи в моих следующих обзорах для вашего знака. Прекрасного августа. Благодарю вас и пока-пока.